Господа, как вы поняли из видосиков на ютубе, машины уже давно могут ездить на гусеницах, а танки могут ездить на колесах. Но смогут ли они друг друга заменить, вот это совсем не факт. К примеру, новенький Феррари вам вряд ли кто подгонит, а вот заполучить под Новый год новенький танк можно прямо сейчас. Да-да, не удивляйтесь, в игре World of Tanks началось долгожданное новогоднее наступление, а это значит, что зайдя в ангар, тебя будет ждать потрясающее украшение, праздничная атмосфера и подарочный премиум танк АМР-35. Выполняя особые боевые задачи, можно украсить ангар еще ярче, поднимая уровень праздничной атмосферы. На определенных уровнях здесь начнут появляться снегурочки, которые обеспечат тебя особым и ежедневным бонусом, а также позволят рекрутировать очаровательных девушек-танкистов. Ну и, конечно же, станут доступны крутые праздничные стили для ваших танков, а также новогодние коробки с приятными подарками. Переходи в новогоднее наступление World of Tanks по ссылкам в описании, ведь там новички получают еще больше бонусов. Это и неделя премиума, быстрый танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов для уверенного старта. Погнали! Господа, здравствуйте! У нас очередной социальный эксперимент и очередное видео, которое закончится плохо. Для кого-то, мы еще даже не знаем. Дело в том, что, как вы помните, не так давно мы разбили Toyota Mark II об столб. Целью этого разбития было, во-первых, покончить жизнь заведомо опасного на дорогах общего пользования транспортного средства, во-вторых, дать жизнь новому транспортному средству, в который пошли потроха от Марка. Но в комментариях и в целом по жизни существует много такой идеологии, которая гласит о том, что новые кредиты-тошноты, сделанные из фольги, уже не торт, а вот старое японское качество с твердым металлом — это то, что надо. Здесь есть одна проблема. Не было у нас в руках того самого японского качества с твердым металлом. Марк был гнилой, но у него была цена 200-300 тысяч. Поэтому мы решили сделать противовес Toyota Mark II. Мы купили Hyundai Solaris за 250 тысяч рублей. Итак, за наши 249 тысяч рублей, согласно объявлению, нам достался ключ с сигнализацией, которая не работает. Значит, здесь, как я понимаю, это практически минималка. У нас там есть люди, которые, наверное, скажут, что это не совсем минималка, скорее всего. Тут магнитофон вот такой. 1.6 на механике, они не бывают минималкой. 1.4 же этот. 1.6 двигатель здесь. Серьезно? Да. Я думал 1.4. 1.6. Какая разница, когда все закончится в столбе, с другой стороны, да, господа? Ну, спасибо, 1.6 двигатель у нас теперь есть на палочке. Машина, естественно, дрова. И не потому, что нас обманули или что-то, потому что это самый низ рынка. За 250 тысяч, если бы она хотя бы была года 15-го, она уже обязана быть битой. Так гласит закон о продаже всех этих бэушных автомобилей. В нашем случае она отжахана полностью по кузову вся. Нет ни одного живого элемента абсолютно. Капот, все крылья, двери. То есть дверь, она вроде как целая, но имеет некие тычки. Вот это, по-моему, единственное целое. Серьезно? Ну, здесь немножко краска поползла, но это прочее. Порог замят, крыло замято, зеркала были обломаны и на клею, крепления фар сбиты, эта дверь со вмятиной, крыло со вмятиной, оба бампера на саморезах цинично захерачены туда. То есть, в принципе, это нормально за эти бабки. Есть дождевички, ветровички, она едет, заводится, она чистая по документам, и все с ней в порядке. Но, естественно, это состояние никаким нормальным назвать невозможно, в нее нужно вкладываться. С другой стороны, покупая самую дешевую машину на рынке, вряд ли вы можете требовать от того, чтобы она была в идеале. Ну, может быть, и можете, но пойдете, соответственно, дальше требовать. Ее преимущество перед старой Тойотой. Оно есть? То, что Toyota старая. А, да, Toyota старая, а это новая, правильно. Так, одно мы нашли. Дальше. Правый, левый? Руль левый, так. Ну, такие пока преимущества, честно говоря, знаете, в рамках продавца из автосалона. То есть, типа, он что-то тебе говорит, ты соглашаешься, а на самом деле вообще непонятно. Ликвидность. Ее можно без проблем продать. Кредитная. В кредит, да. Здесь так. больше разборок, чем там. Ну, типа, больше можно найти запчастей у нас на Западе, да? Ее быстрее угонят. Так. Угу. Конечно, не надо ждать, она просто целиком утром исчезает и все. И на разборке она уже целиком находится. Можно приехать на разборку, увидеть ее же. Да, устроиться в такси можно. Что еще? Стоимость ремонта, наверное, дешевле. Хотя ЖДМ контрактные и так далее. В общем, преимущества есть, но они весьма мизерные по факту. Плюс мы все понимаем, что если вы купили Mark II, это, ну, как минимум, полноценная серия, парный дрифт, это весело. Все хотят Mark II. Никитос, да?
Вот ты бы сейчас, как Маркасика сел, вот ты сейчас, Никита, после этих съемок поедет на этом Солярисе домой. Хоть какие-то эмоции у тебя возникают, нет? Кусок старого корейского автопрома, не более того. То есть это просто скучнейшая, отвратительная кредитная машина. По крайней мере, так гласит легенда. Ну, вот даже, я даже не знаю, что в этой серии снимать. Будет много базара всякого, да, у нас будут типа такие ранние обзоры, как в 2013 на ютубе было. Когда ты вот всю идеологию теряешь, говоришь, что тебе просто насрать, вот честно, просто все равно. Никитос, ты без зеркала едешь, походу, прикинь. Ну, потому что, смотрите, оно лопнуло по клею, на котором оно было, смотри, как это сделано. А оно на Поксиполе было, и саморез торчит, смотри, нету в этой машине машины. Сейчас пнуть в зеркало, отвалится там все остальное. Поэтому, смотри, это просто так вставляется вот сюда. Тот саморез обратно в... Все идеально, ее снова можно продать за 249 тысяч, понимаешь? Ну, скотчиком сейчас мы тебя подмотаем с заправки, это и все. То есть она вся вот такая. Напоминаю вам, что в нормальной машине зеркало должно было просто туда загнуться, потому что оно же типа складывается. Но не в этой. Ездить тест-драйв по городу устраивать? Да насрать вообще фиолетово, просто можно на ней ездить. Какая разница? Это просто Солярис, что я вам про него нового могу рассказать? Ничего. Поэтому сейчас быстренько осмотр на подъемнике и... Итак, нас прежде всего интересует, что же мы взяли понизу, потому что в конечной цели своей жизни этот Солярис будет сопротивляться, естественно, боковому удару о стол. Поэтому нас, по сути, интересует средняя часть. Ну, а общий мы уже показываем, поскольку взяли. Грубо говоря, за наши 250 тысяч рублей мы получаем сильно отжаханную понизу машину в плане, видимо, какого-то оффроуда, потому что поперечина замята, нижняя самая у телевизора. Соответственно, на ней стоял радик, видимо, это тоже все било, потому что половина патрубков, которые должны быть, здесь отсутствуют, провода оборванные по временной схеме, затянут какой-то колхоз, что касательно охлаждения, там еще какие-то дополнительные релюхи. В общем, что-то с передней частью с этой машиной сильно происходило. Но сильно, причем именно только по низу, я это подчеркиваю, потому что у нас совершенно прямые, без следов сварки лонжероны, точка крепления переднего телевизора вообще без складок, прямо без всего, родная краска, родной герметоз. По этой части абсолютно так же, у нас даже бачок омывателя не разбит. Также абсолютно прямые лонжи, без складок, без ничего. Телевизор, моторный щит, все на месте, никаких швов. То есть удары были, но они какие-то все вот отсюда и скользящие вот туда. Дико продранный, поцарапанный сильно передний подрамник. В чем, собственно, нет проблем. У нас воет передний ступичный подшипник левый, похоже. Очень странные немного тормоза. Руль вот так из-за кривой резины. Все это так в общем присутствует. Нету переднего пыльника, то есть за машиной вот прям классическое состояние, когда за ней не следили вообще. То есть машина только ездила, только убивалась, но при этом она не капельки, не битая и ровная по кузову. Да, у нас мятые пороги. То есть это все снизу видно, но они не гнилые, они мятые, но все целые. То есть вот эта огромная вмятина, здесь порог вообще просто вот туда зашел каким-то валуном нереальным и только в этом месте выправился на свое родное положение. Но у меня уже очень плохие новости для марководов. Дело в том, что когда машина сопротивляется удару вот сюда, что ей может противостоять? Порог, лонжерон. Так вот здесь у нас порог, лонжерон и еще усиление. То есть это как второй лонжерон работает, и столб уже будет сопротивляться всему вот этому. Плюс все-таки абсолютно не гнилое днище, хотя оно замято здесь, замято здесь, замято здесь. Это все удары, это должно быть сильно ровнее. Вот прям по этой стороне, вот он как зашел, так и идет ровно весь этот элемент. Здесь он весь вот такой, то есть все это мятое. Ну и, собственно, поскольку мы брали низ рынка, ребята, это, можно сказать, одна из самых ушатанных машин должна была быть, по идее. Это раз. И во-вторых, она стоит столько же, сколько марк. Можно всегда говорить, что она свежее, что она оцинкована, что дополнительные усиления, но деньги-то те же. И когда молодой человек решает, что купить, он всегда выбирает или вот ту машину, или вот эту. И за эти деньги он получает... Понятно, что там гораздо больше плюсов, но здесь гораздо больше минусов и безопасность, вероятно. Этого мы еще до сих пор не знаем. Реально в тачке все на месте. До сих пор даже видны солевые отложения, то есть она ездила как ездила, просто где-то вот прям кусками соль. Ничего не обслужено, начинаются какие-то следы только ржавчины, но она абсолютнейше нигде не гнилая. Никаких проблем ни по каким точкам крепления, ни по каким сальникам, пыльникам. Все это на месте. Потому что у нас даже отсутствует заглушка вот здесь в нише запаски. Из ниши запаски явно что-то отсюда текло маслянистое, видимо, доливка чего-то была и так далее. Тем не менее, даже по краю ржавчина не пошла.
Начинаются только жучки по всяким тепловым защитам. Глушитель оригинальный Hyundai. Машина, еще раз напомню, 13-го, кажись, года или 12-го. Да, ее очень сильно не любили, ей было очень больно, но она еще за это время держится. Но других плюсов в ней реально нет, к сожалению. На следующее утро мы такие типа проснулись, нифига мы взяли тачку. Вот это просто дичь, то есть такое количество микрокосяков, которые в ней спрятаны, не поддается никакому описанию. Но всем нам всегда было интересно другое. Когда одеты чехлы, они одеты не просто так, наверняка есть какая-то в этом замануха, то есть зачем-то же их одевали, наверное, потому что сиденье не очень, а может быть, господи, я уже вижу какие-то следы биологические. Это страшно. Ну смотри, оно, по-моему, до сих пор склизкое. Смотри, чехол стал коричневым даже с обратной стороны. Он впитал в себя, видимо, то, что было здесь. И уже даже не впитывал. Концентрация коричневой массы была превышена. Но, скажем так, это еще все более-менее. Конечно, он и прожженный окурками. Раз дырка, два дырка. Да, смотри, это проломлено. Ого! То есть вот это, вот она отдельно. Смотри, как здесь и как здесь. То есть она аж проломилась сюда, и все, здесь торчит вот эта железка. Каркас сам. А вся набивка, которая была, она просто съехала, и вот она. Сзади отдельно. Нет, давай обратно, нам еще сегодня снимать тест-драйв этой штуки. Но тут, мне кажется, количество образцов ДНК, которые мы можем найти, просто невероятное. Это страшно. Смотри, он тут уже реально протерт порами, он уже на вылет просто протерся. И он был кожаный, вот здесь остатки в начале есть кожа. Вот это фактура под кожей. Понятно, что он, конечно, полиуретановый. Вон здесь фактура, и здесь он просто стерт. Причем стерт он весь по кругу полностью. Знаете, не как бывает там сверху или здесь хват протерт. А вообще его нет, протерта даже краска на руле. Ну это точно 180 тысяч, да, как на приборке мне. Ну не больше, конечно. Какие-то брызги на зеркале остались чьи-то. От удовольствия, видимо. Коробка, при этом коробка не протерта. Смотри, вот удивительно, да? Короче, ребята, это жестко. Вот я даже не знаю, как ездить на этой тачке. Эту тачку хотели перед нами взять в кредит. Взять в кредит машину из-под такси. Отличный план. По самому низу рынку. Да, наверное, в нашей жизни после этого все будет здорово. Именно так, скорее всего, думали эти люди, но, конечно же, нет. Я не представляю, что вы... У них жизнь бы, наверное... Мы спасли этих людей. Реально. Эти кредиты мне одобрили. То есть, это попытка начала успешной, в кавычках, жизни сразу же окончилась успехом в виде того, что не одобрили кредиты. Мне кажется, они реально спасены, эти люди, поэтому, потому что, понимаете... Те элементы, которые не мятые в шпакле, то, что не в шпакле, оно мятое. То есть его единственное преимущество в том, что его даже не угонит, его не на что разбирать. Совершенно. Ничего живого в этой машине, кроме силовой конструкции снизу, которую мы только что посмотрели, нету. Возможно, стекла. Когда ее открываешь, вот так вот, если открываешь, этот...
Все, кто много пользуется такси, знают этот лучший в мире ароматизатор. Никотина в воздухе столько, что кажется, что его можно отрезать и съесть кусок. Прямо вот так из воздуха ты сидишь, вот так хоп-хоп-хоп и съел его. Воздух жесткий. Ты когда начинаешь им дышать, у тебя уже слизистую прямо щипит. Невозможно им пользоваться. Поэтому мы даже специально сразу закупили. Вот хорошо, что я занимаюсь автохимией. Просто очень хорошо. Единственное, что можно сделать с этой тачкой, это сразу вбросить туда эту лечебную гранату и просто забить болт. Ребята, она очень злая. Причем именно что граната наша в кавычках лечебная взята именно антибактериальная, потому что, ну, я не представляю, какое количество людей в ней ездило постоянно. То есть это просто нельзя заболеть, потому что если мы заболеем, поедет график на месяц вперед. Каждый день нужно что-то снимать. В этой тачке я не представляю, что кроется внутри. Это очень стрёмно. Даже механическая регулировка зеркал и то не работает. Сломалась механическая регулировка зеркал. Какие там 180 тысяч? Это не 180 тысяч. Это что-то невероятное. Это вот, ну, прямо вот эта машину, которую все только брали, только использовали и только уничтожали. Она коммерческая до мозга костей. Ее купили с целью, чтобы она постоянно окупалась. И она окупалась в такси. И даже мы, последние собственники этой машины, взяли ее тоже с целью, чтобы она окупилась. Видимо, ну или хотя бы выйти в нули. Никто ее не любил. Никто не испытывал к ней никаких чувств. Это ради денег. Ее взяли только для добычи. Под капотом, ну, единственное преимущество — это двигатель объемом 1 же есть. Небольшой расход, жест, все остальное очень печально, потому что вот это фары. То есть оно все на поксиполе. Все эти болты, саморезы какие-то рандомные, из того, что просто лежало в гараже. Это, ну, морда, понятно, что ржаханая. Это крепление тоже паянное у фары. Подушка у двигателя, но с руки ходит элементарно, то есть она мертвая уже верхняя. Куча вот таких вот реле, вот таких проводов. Это, по-моему, причем провода, отвечающие за охлаждение, за вентиляторы. То есть, вероятнее всего, они даже не сработают. Просто сейчас очень холодно у нас на улице. Фильтр по состоянию. Смотри. Это, конечно, не худший вариант, но ну-ка. Но и далеко не лучший, на самом деле. Короче, эксплуатировалась она очень как-то так на отлюбись. Типа заводится и все, огонь. Печка греет, радио играет, надо ехать работать. Не знаю, не представляю. Компрессию не мерили, но сразу могу сказать, что карабас на грани. То есть мотор, если еще и живой, что не точно, то коробка уже точно приезжает. Коробке осталось, ну, 1020-30 и все, она кончится. Сейчас объясню почему. Изнутри, если вот так закрыть глаза, особенно после, кстати, вот теперь хоть запах нормальный, да, человеческий, и бактерии ушли. Едешь уже вроде как человек. Не пахнет, комфортно, печка греет, радио при желании заиграет, MP3, CD, все дела. Но в электрику дико вмешивались. Очень много колхоза по электрике. Поэтому, смотри, первая передача, и смотреть надо на спидометр. И нажимаем в пол. Сотка в отсечке первый. При этом у нас на Race Logic 44 километра в час. На спидометре 100. Это реально, ее ведет вправо. У нее очень это, видимо, из-за резины, скорее всего. Это не развал, не подвеска. Хотя и ступичный левый воет тоже это чувствуется. Ну вот, мы можем так это медленно сделать. С спидометром что-то вообще невероятное. 100. Вот, отсечка первый. 105. На второй. То есть мы сейчас едем с вами 120. На самом деле, вот мы едем полтос, мы только для этого повесили ящер Logic. Это что-то невероятное. Не зацепиться. Очень плохо он едет. Но смотри, он вообще не едет. Вот мы вторую держим. Да он вообще не едет. И только 89. Он в принципе не едет. Да тут 13-14 секунд минимум до сотки будет. По сравнению с ним Turbo Saab, который у нас был, это просто пушка. Я чувствую, что тяги нет. Тут на третий, на второй газ бесполезно нажимать. Он есть первый рывок, вот до 2000 он крутит, до 3. Потом сдувается полностью. Верхов нет вообще. Шок, да? Мы купили самый дешевый убитый из-под такси Solaris, а он, оказывается, не едет. Тебе как самому тачка? Вообще ни о чем, да? Гольф круче. Ну, базаришь. Но Гольф стоит дороже на сколько?
могут позволить сейчас 250 и 450. Что мы сравниваем? 420. 420 вложился. Сюда не надо вкладываться. Тачка полностью готова. Люди, вообще в курсе, что здесь происходит у нас с тобой? Мы с тобой прямо все, положили мотор. Едем с потоком при этом. Ой, что-то лампочка какая-то у нас загоралась. Греть будем резину, нет? Ну давай, прогреемся. Там дым. Ну прогрелись. Оу, shit, bitches. Сейчас поедем. Давай, 13. Это мы зацепились. Ну по-другому никак. Это только 73-ка. Вообще нету третьей. 14,2. Я угадал. 14,2. Просто мертвечина. Ну, допустим, нету зацепа. Но мы из зацепа тут нету мотора. Но мы секунду снимем с того, что мы нашли зацеп. Секунду, не больше. 13. Просто ничего в этой тачке не осталось. Кондей у нас уже выключен, нам уже, ну, не к чему стремиться, понимаешь? Давай попробуем больше с оборотов стартануть, ходов дать. Да хер, мы слили просто первую. Ничего это не даст. Третья вошла, просто туда ее впихиваешь как... Ну, 13,5, ну хорошо. Ой, сцеплению как плохо, оно то ли перегревается, то ли что. Но 13. Его время 13. Пес его знает, сколько там паспорт. Солярисоводы сейчас напишут. Но солярисоводы, опять же, на нормальных моторах могут быть, на живых. А здесь, похоже, он вообще просто топишь. 2 переключения, передача не согласована. Аух, это не для скорости. Да, само собой, за эти деньги мы купили машину, которая чуть более ужасна, чем это время, это место, это погода, плюс один дождь, вот это типа зима, как бы, которая на самом деле не наступает. И это машина, которая как бы еще существует, но как бы использовать ее уже очень стрёмно. И мы знаем все ваши возражения по поводу того, что это Солярис, и восстановить его можно за копейки. Но стоит он 250, следующий по рынку стоит 270, следующий стоит 300, следующий 310, 315 и так далее. Их в продаже, по-моему, сейчас стоит штук 70 только в Питере. И нету никакого смысла его восстанавливать абсолютно, потому что, добавив деньги на его восстановление, можно купить сразу уже более хороший, можно сказать, или чуть лучше, чем этот, хотя, ну, существует ли что-то еще лучше, чем этот. В итоге, естественно, Солярис нужно встретить со столбом, потому что никаких логических причин для его восстановления нет, для распила его тоже нет, с него даже ничего не возьмешь, как с донора, мотор легший, коробка с залившимися хронами, весь кузов отжаханный. Только стекла, наверное, вот боковые. Это единственное, что с него можно взять, снять и продать. Даже салона нету абсолютно ничего. Поэтому уже в следующей серии, в следующем году, господа, мы узнаем, что же такое Солярис против столба. Ведь когда мы протестировали Марк 2, все говорили, что он гнилой, и вы взяли не тот Марк, и, ну, извините, тот Марк стоил 200-300 тысяч рублей. Таков на них рынок. Эта машина стоит 250. То есть, если вы молодой человек, и у вас в кармане лежит вот такая сумма денег, вы всегда имеете право выбрать. Марк 2 на турбе, веселье, тусовка, интересное времяпрепровождение или... Даже нечего сказать, если честно, абсолютно про эту машину. То есть сейчас на словах вот так вот сейчас здесь стоя, я вам честно хочу сказать, лучше Марк 2. По безопасности узнаем в январе. Спасибо вам огромное, что смотрели эти видео. Огромное всем удачи и пока. У меня аж... Все, по-моему, я все-таки заразился. Это тиф. Слушай, все. Пока.